Говорю фамилию, произношу с ударением на первый слог, потому что правильно произносится фамилия именно так, да, Шукшины. А уже когда Василий Макарович стал популярным и постоянно произносилась фамилия неправильно, а с ударением на последний слог, нам теперь это наиболее привычно. Вася Шукшин родился в семье Марии Сергеевны и Макара Леонтьевича Шукшиных 25 июля 1929 года, но уже в 1933 году стал сыном врага народа, потому что его отец якобы состоял в контрреволюционной организации колхоза «Пламя коммунизма», попал под репрессии и был арестован по сфабрикованному обвинению во вредительстве, затем расстрелян в барнаульской тюрьме в 1933 году. Мария Сергеевна, она 2 класса церковно-приходской школы, можно сказать, вот неграмотный человек, но Василий Макарович всегда говорил, что именно у нее он учился писать рассказы. И он говорил, что нет отдыха лучше, чем сказки и песни матери. И когда читаешь письма Марии Сергеевны, действительно понимаешь, что именно вот это взял Шукшин от нее, от мамы. «Детенок мой, детенок, прости меня, я тебя потопила своей слезою горькой. Не могу ни на одну минуточку забыться. Были бы у меня крылышки, я бы каждый день летал на твою могилочку. Мне бы легче было. Сын ты мой любимый, ласка ты моя несчастная, мамочка». Видно, не зря говорят, что родной воздух, песни и сказки, ласковое слово матери врачуют душу. Село Сростки Алтайского края, свою родину, Шукшин прославил в рассказах и киноповестях как писатель, артист и режиссер. Именно кинематографичностью отличалась его деревенская проза, ведь свое базовое образование он получил в Авгике. Учился, как ни странно, будущий писатель, актер и кинорежиссер, неважно. Плохие оценки не потому, что он сбегал с уроков, не учил уроки, а потому, что он очень много читал. Доходило до того, что он брал корочки от учебников, вставлял туда литературу. Мама думает, что он у нее выполняет уроки, а он, проказник, вот такое вытворял. В нашей сибирской деревне дети имели возможность обучаться у петербургских учителей. То есть во время войны они были эвакуированы в наше село. И вот учительница Анна Павловна Тесаревская, которую с благодарностью вспоминает Василий Макарович, она составила список литературы, который он должен был читать в школьные годы. То есть она не запретила, она просто направила его чтение в нужное русло. И Шукшин всегда говорил, что мне везло в жизни на умных и добрых людей. Про какую учительницу-то? Вань. Ну, говорил, что я необразованный человек, а живу лучше ее, что ненормально, мол, это. А ну так-то, если подумать, правда, же ненормально. Она же наших детишек учит, а живет хуже. Разве это нормально? Ёлки зеленые. Вася Шукшин завершает свои 7 классов, решает вместе с друзьями поступить в Бийский автомобильный техникум, но проучился всего лишь там 2,5 года, а затем бросил. Позже писал, что нам лекцию читают, а мне эту лекцию петухом крикнуть хочется. Под петуха-то я здорово умел, петухи у нас роскошные, редкостные. Его больше влекло и тянуло к литературе, и он бросает учебу, возвращается к маме, работает в колхозе, а затем и уезжает из Сросток работать в системе восстановительных работ Министерства путей сообщений, на тракторном заводе и на турбинном заводе работает до тех пор, пока его не призвали в армию. После армии Василий Шукшин трудился директором и учителем в сельской школе. Там ему дали рекомендации для поступления в историко-архивный институт в Москве, чтобы потом он вернулся работать в Сростки. Надежды возлагали на Василия Макаровича в нашем селе. Послевоенное время мужчин мало было, и тем более вот таких молодых, энергичных, умных, образованных. Василий Макарович поехал в Москву. Зашел, конечно, сразу в литературный, но там узнал, что нужно было сдать свои уже готовые литературные произведения, где-то опубликованные. Тогда уж у Шукшина ничего готового не было. Решает поступить в Авгик на кинорежиссерский, сдает там документы, а вот в историко-архивный
архивным, приходит и говорит, что я пришел только из армии, мама живет у меня далеко в Сибири, и пока она перешлет мне эти документы, которые он на самом деле отдал в АВГИК, я экзамены сдать не успею. Его допустили к экзаменам вот без документов. Он сдает в оба московских института и поступает в оба московских института, но, советуясь с мамой, он решает остаться в АВГИКе. Могла судьба сложиться так, чтобы он учился бы в историко-архивном. Конечно, я думаю, писателем он однозначно бы стал, а вот кинорежиссером и актером, наверное, вряд ли. Свое вступительное сочинение в АВГИК Василий Макарович назвал «Киты» или «Как мы приобщались к искусству». Киты в его описании – самовлюбленные абитуриенты, пытающиеся показать другим свою значимость. Сохранился комментарий к его работе. Написана работа не на тему и условия не выполнены, но автор обнаруживает режиссерские дарования и заслуживает отличной оценки. Для меня он был первый в голову писатель. Я из-за этого пришел к нему, потому что он пишет диалоги, как ни один сценарист, по-живому. После получения диплома Шукшина берут на киностудию имени Горького, где Шукшин снимает фильм «Живет такой парень». И сам фильм, конечно же, он едет снимать на родной Алтай. Между прочим, товарищ тоже из Москвы. Спасибо. Давно из Москвы? Павел Егорович, Колокольников. Гена, очень рад. Ну как Москва-то? Москва-то? Шумит Москва, шумит. Недаром Леонид Куравлев сказал: Василий Макарович Шукшин был сыном родной земли, плоть от плоти ее, как березы. Сестра Василия Макаровича, Наталья Макаровна Зиновьева, вспоминала, как однажды, будучи взрослым, он приехал в Сростки. Мама попросила его наломать березовых веников, в баню, париться. Василий Макарович запротестовал, сказал: «Я не могу ломать березу». Пришлось париться старым веником. Сростки и наши поля вообще богаты березовыми околками, у нас их так называют. Такой островочек, как конкретно березы. Если там растет тополя или сосны, это уже околком не назовешь. Такое дерево, которое и кормило, и сохраняло людей. Многие предметы крестьяне делали из березы: вилы, грабли, лапти, валек, рубель, чашки, ложки. Рубель – это прародитель утюга. Этим предметом можно было разгладить белье. Наматывалась ткань на скалку, и таким образом белье можно было отжать. Появилась поговорка: не мытьем, так катаньем. Все творчество Василия Макаровича неразрывно связано со сростками. Эта земля вдохновляла его и давала силы для новых художественных работ. За 20 лет московской жизни Шукшин на Алтае в Сростках бывало более 20 раз. Вот представляете, при его занятости. То есть он и снимается, и снимает, и пишет в разных уголках России. Но по возможности он едет снимать свои фильмы только на Алтае. И вообще Сростки называется почему? Потому что Катунь до основания села состоит из множества протоков. А у основания села она срастается в одно большое русло. То есть Катунь, где срослась, в этом месте и образовалось село Сростки. В Театре наций долгое время шел спектакль «Рассказы Шукшина» по рассказам Василия Макаровича. Перед постановкой спектакля актеры приезжали в Сростки и общались с местными жителями для лучшей передачи достоверности образов. Оператор приезжала даже, по-моему, за несколько недель. Она здесь жила, и вот мы ей подбирали типажи, и она фотографировала каждому рассказу своего героя. Вот сын у меня, хочет, чтобы ты за него выходила. То есть замуж, что ли? Ну а куда еще-то? Поздно хватился, Степа. Опоздал. Танечка вдруг резко подняла голову И глянула на Степана зеленовато чистыми глазами. И стыд, и ласка, и упрек. и одобрение, и еще что-то невыразимо прекрасное.
Сама, конечно, постановка, она очень интересная. Жизнь деревенская, которая вращается вокруг одной лавочки. Вот эти подсолнухи, вот это лузганье семечек во время спектакля. Василий Макарович одушевлял все природное. То есть у него Катунь была живая, у него Чуйский тракт тоже был живой, у него березы были живые. Человек часть природы, да. Мыслящий, зависимый, как хотите. Только зачем уж из природы-то делать какой-то мертвый фетиш? Ведь нам же с ней жить. Если уж дошло до формулировок, я бы сказал как-нибудь так. Не назад к природе, а вперед к природе. К природе. С 1966 года он начинает биться за Степана Разина, побеждает на конкурсе киносценариев. Повод журнала «Искусство кино» был высоко оценен, но ему запрещают его снимать, этот фильм, потому что говорят, что историческая тема не в моде, что слишком дорого и слишком жесток Разин. Несколько раз закрывали Степана Разина. Закрыли очередной раз и сказали, в Госкино лежит сценарий ваш, «Печки лавочки». Снимайте его. Вася тогда сразу им поставил условие. Только если пустите на родину, что я буду его снимать. Фильм «Печки-лавочки» и финал этого фильма снимался на пикете, где Шукшин сидит босой на земле и говорит, что все, ребята, конец. Мы ее 4 месяца снимали, а 6 месяцев сдавали. Нервы сплошные. Везде искались социальные подтексты. Вася был на пути с председателем Госкино, значит, Ермашом. И, значит, когда он сидит на поле, он говорит, все, ребята, конец. Вы кашляете громче, может, он не услышит. А это заметили и сказали, все, ребята, это вы какой конец намекаете? В эту фразу Шукшин очень глубокий смысл вкладывал. Не конец фильма он имел в виду, а конец вот той патриархальной деревни, за которой он всегда бился. Он очень переживал, что молодежь покидала родное село и вот растворялась в этом городе. Потеряв вот эти корни, человек становился смешным, наверное. В этом фильме он снял всех своих родственников, всех своих знакомых, односельчан. И даже тайком маму свою снял, Марию Сергеевну, когда она выходит из дома и повязывает свой платок. Причем тайком оператор Анатолий Заболоцкий в доме матери поймал такой момент. Какое было удивление у мамы, когда она ему вообще это запрещала делать. Ну вот Василий Макарович вот так схитрил. Фильм «Печки-лавочки» для Шукшина любимый и знаковый. Этот фильм Василий Макарович снимает про крестьянскую духовность. Не отдых мне этот нужен. Сдался мне этот санаторий. Если уж вы думаете, что я в санатории там. Я вон пошел с удочкой на бережку, посидел в тенечке. И отдохнул. И все, и печки-лавочки. Деревня для Василия Макаровича – обитель традиционных ценностей. Она конфликтует с городом. Деревня для него – место, где можно отдохнуть душой. Какая у нас сейчас главная установка? Сравнять город с деревней, верно? Вот, например, наш колхоз сейчас переводят в совхоз. Лишь подравниваемся под город. Ну так. А кто в городе регулирует жизнь? Рубь? Рубь. Так вот этот же самый рубь и мне тоже начинает мозги кособочить. Я уж тоже думаю, как бы мне его, голубчика, приласкать к себе. Во. В гости позвать, так сказать. Но один маленький честный вопрос. Ведь чем больше я буду зарабатывать, тем меньше я буду думать, что там после меня родится. Крестьянин в городе чувствует себя чужаком, попавшим не в свою среду. У него своя народная правда. Василию Макаровичу, как русскому писателю, важны не принятие любых взглядов и толерантность, а убежденность в крестьянской правоте и признание этой духовности. А как чувствует себя город, батюшка? Что ему делается? Растет, шумит, строится. Нет, это еще не рост. То, что растет, не шумит о себе. Шумит то, что громоздится, не растет. Вот они, ритмы города-то. И кофе выпить некогда. Прокат фильма «Печки-лавочки» не был удачным, а Степана Разина снимать Шукшину не давали. Поэтому Василий Макарович начал снимать другой фильм «Калина красная» про любовь.
Начали съемку весной, как раз распустились только березы. И вот Вася встает с трактора, подходит к березам этим и начинает с ними миловаться. А ассистенты мосфильмовские, асы, мне говорят вслух так, чтобы он слышал. В то время как Феллини «Рим» снимает, на Мосфильм пришел Шукшин, чтобы березы прославить ее усилить. Я ему говорю: слушай, замолчи. А Вася слышит: ничего, пускай говорит, мне это помогает. И он начинает вообще разговаривать с березами, как с одушевленными телами. Вот эта сцена входит в один из первых съемочных дней. Ну что, невестушка, заждалась, матушка ты моя. «Калина красная», знаменитая, последняя кинорежиссерская работа Василия Макаровича, вышла в свет на 1974 году и на кинофестивале удостоена высшей награды. Очень смелая работа, потому что какой режиссер в то время осмеливался снять фильм о воре-рецидивисте? Крестьянин, утративший связь с землей, был прибран нечистоплотными руками непорядочных людей. У Шукшина очень по-русски все решается. Не на уровне закона, а на уровне любви. Любви, которая сама по себе. Как чистая молитва, вылечить может только евангельская бескорыстная любовь, которая не спрашивает ни о чем. Она простая и естественная, как из земли выросла, как береза в поле. Он взял историю своей двоюродной сестры, которая тоже в годы молодости переписывалась с человеком, который находился в местах лишения свободы. В жизни она ничем, эта переписка не закончилась, они не встретились, но Василий Макарович вот эту историю взял и вот ее так доразвил. Получился фильм затем «Калина красная». В «Березовой теме» прослеживается его патриотизм, любовь к малой родине. Даже написал статью «Слово о малой родине», где говорил, что в фильм я вложил много труда. Но это не главное. Халтура ведь тоже не без труда создается. Главное, что я вложил в него свою любовь к Алтаю, к родине. И это не должно остаться незамеченным. Отношение Алтайского края к Василию Макаровичу – это особая история, потому что его при жизни у нас не публиковали, не издавали, как-то они его не принимали. Характер, конечно, у него такой настоящий сибирский. Еще вот эта история, как сын врага народа, это его закалило тоже, потому что он понимал, что это нужно ему пробираться самому, что никто ему не поможет. И потом наш экс-губернатор Александр Богданович Карлин 8-томник издал. Полное собрание сочинений Василия Макаровича. Это переиздали, и образовался 9-томник. Вот это произошла реабилитация, можно сказать. Не случайно Галина Вишневская сказала: настоящий тип русского человека – это Шукшин. Вот здесь вот сила народной любви. Она же постоянно говорила о Шукшине. Они просто кричали о Шукшине. Если вспомните эти фотографии похорон, то это просто людская волна, которая море, вот как у Высоцкого, так и у Шукшина. Откуда вот они? Понимаете? А у нас на Алтае выжидали 2 года. Будут ли говорить о Шукшине? Не будут ли говорить о Шукшине? А о нем еще сильнее и сильнее говорили. И почему музей открыли? Потому что люди просто потоком туда ехали, чтобы просто подержаться за косяки, где вот находился Шукшин, каким воздухом он дышал. Люди сюда ехали. Шукшинские чтения в 1976 году тоже были созданы по инициативе народа. Люди приезжали, читали Шукшина, говорили о Шукшине. И теперь это переросло в большой всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». На первый свой большой гонорар за роман «Любавины» Шукшин купил матери дом в Сростках. Все надворные постройки, банька с летней кухней, деревянная веранда, а также водяное отопление созданы руками Василия Макаровича.
сын пытался удобнее устроить жизнь матери в старости. Он в этом кабинете писал. Писал за печатной машинкой, которую подарила ему сестра. И здесь же, в этом кабинете, вы видите часы, которые показывают примерное время смерти Василия Макаровича Шукшина. И Мария Сергеевна говорила: родился на рассвете и умер на рассвете. Ребенком людей любил, а взрослым всю жизнь за них отдал. По дороге из Сросток в Барнаул на пути встречается большое село Косиха, в котором на живописном крутом берегу речки Лосиха, высота которого варьируется от 20 до 50 метров, на холме расположилась березовая роща. Теперь же здесь проходит литературный фестиваль Роберта Рождественского. На горе пикете шукшинские чтения, а тут рождественские. Родители Роберта Ивановича познакомились в Косихе. Сами они приехали из Петрограда, от голода сбежала семья. В 1932 году, 20 июня, на свет появился Роберт. Родился я в селе Косиха, дождливым летом на Алтае, а за селом синело поле и пахло ливнем переспелым. С Василием Макаровичем Шукшиным судьба свела Роберта Ивановича в 1972 году. Оба они попадают в клиническую больницу города Москвы с обострением язвы желудка. И пролежав 40 дней, они очень подружились, прокурив у лифта эти 40 дней, конечно, что было категорически запрещено. Дальше они затем поехали долечиваться в Железноводск вместе на реабилитацию. И после этого в 1974 году, когда умирает Шукшин, Рождественский посвящает ему стихотворение. До крайнего порога вели его спеша. Алтайская порода, добрая душа. Пожалуйста, ответьте, прервав хвалебный вой. Вы что, узнав о смерти, прочли его впервой? Пожалуйста, скажите, уняв взыгравший пыл, неужто он при жизни хоть в чем-то хуже был? Поминное застолье, заупокойный звон, талантливее, что ли, стал в черной рамке он, убийственно жестокий, намеренно горький, посмертные восторги, надгробные дружки, столбы словесной пыли и фимиамный дым. А где же вы раньше были, когда он был живым? Все, ребята, конец. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там в краю далеком назовешь ты меня женой. Милая моя, взял бы я тебя, там в краю далеком есть у меня жена. Миленький ты мой, возьми меня с собой, там в краю далеком назовешь ты меня сестрой. Милая моя, взял бы я тебя, там в краю далеком есть у меня сестра. Миленький ты мой, возьми меня с собой,
там в краю далеком назовешь ты меня чужой. Милая моя, Взял бы я тебя там в краю далеком, чужая ты мне не нужна.